Всем привет! Как можете заметить, сзади меня полностью чистая стена. До этого у меня здесь была пробковая доска, висели звездочки и также висели мои дипломы по корейскому языку. Сейчас здесь пусто. И по названию видео, конечно, вы уже поняли, почему здесь пусто. Да, я спустя 4 года жизни в этой комнате избавляюсь от оранжевых стен. Не радость ли это? Мне кажется, очень даже радость. Моя мама нашла обои. Не знаю, их тут вроде как нету. Я их вам подсниму. Они очень красивые, не сильно белые, но при этом мягкие, с серым узором и очень красиво блестят на свету. Ими я буду заклеивать вот эту вот стенку. Это я сделаю вместе с мамой завтра. И этими же обоями, если их хватит, но это навряд ли, я заклею стенку, где окно. Если не хватит на стенку, где окно, я ее буду закрашивать точно так же, где и диван находится, и шкаф, дверцы шкафа, потому что дверцы шкафа тоже покрасили в оранжевый зачем-то. Какой же цвет я возьму для них? Для них я уже решила взять нежно-голубой. Как я уже сказала, завтра я буду с мамой это клеить все, обои, а уже красить я буду после того, как они все поедут. Я здесь останусь одна. Итак, дорогие, сейчас уже 9:30, 21:30, и я двигала шкаф. Это, кстати, может казаться, что он небольшой, это на самом деле вы видите, сколько там книг. Это все мое, вся макулатура моя. Да, я его отодвинула, потому что сейчас у меня в планах прокрасить углы. Тот угол и вот этот угол, в том числе и рамку от двери, косяки, кто как это называет, и заодно рассмотреть, как белокраска будет перекрывать оранжевую. Да. Дело в том, что у меня тут имеется такая сумочка. Мы ее открываем, выкидываем все это, и тут мы видим уже открытую и, скорее всего, практически законченную белую краску. И по ощущениям еще практически даже не начатую белую краску, потому что бултыхается. Да, это фирма Luxens, а это какая? Тоже Luxens. Да, все, можно спокойно брать эту начатую, потому что это матовая, обе акриловые. Да, и просто начинать это потихонечку прокрашивать, потому что вроде здесь даже уже написано, что спустя уже даже 30 минут она будет сухая, а высыхает вообще спустя 3 часа. Да, так что спокойно можно сделать, полчаса подождать, и все будет прекрасно. Не знаю, наверное, начнем с двери. Дверь как будто поинтереснее, потому что мне еще надо будет внутри прокрасить. Да. Так что let's go. Да. Какой let's go? У меня еще имеется этот пакетик. В этом пакетике маленькие валики, но для них нет ручки. Завтра мы их с мамой купим. Большой валик, но это уже на завтра, либо же когда я буду красить стены. Какой-то полупластмассовый, как это называется? Короче, пластмассовый шпатель и кисточки. Вуаля, даже ножик. Это для обоев. Я поняла, для чего. Да, все имеется.
это уже второй день моей борьбы с оранжевыми стенками. Да, буду это называть так. Что я за сегодня успела сделать? В этом углу и в том углу я прошлась еще раз вторым слоем белой краски, только уже не так размажисто, как вчера, а уже прям у самого-самого угла вторым слоем, чтобы прям перекрыть этот оранжевый цвет. Надо будет только теперь разобраться вот с этим шкафом, как его перетащить, потому что он реально вот невероятно тяжелый и неустойчивый. Я просто вот боюсь, чтобы нигде никак случайно не упал. Хотя, кстати, у меня сейчас уже появилась идея, куда его можно запихнуть. Попозже этим займусь, да. И все, ну, получается, будем с мамой клеить обои сегодня. Не знаю, буду ли я заниматься стенами именно покраской сегодня, потому что у меня еще голубой этой краски нету. Это раз. Во-вторых, мы не знаем, хватит ли обоев на ту стену, где у меня находится окно. Да, потому что, честно, в идеале хотелось бы, чтобы обоев хватило на 2 стены. И как раз-таки 2 другие стенки, вернее, одна стенка и дверцы шкафа, они будут покрашены в голубой цвет. Но что могу сказать, кстати, белая краска довольно-таки очень неплохо перекрывает оранжевый цвет, вообще даже не считая того, что я сейчас занимаюсь той краской, которая какая-то полузасохшая уже. Да, и неплохо перекрывает. То есть 2 слоев хватает, могу вам сказать. Даже вот видно по рамке двери, что одним слоем эта краска перекрывает, ну, мне кажется, 70% вот этого оранжевого цвета. Всем кофейное доброе утро. Да. Все, уже сегодня я буду приступать к покраске. Мне надо будет прокрасить вон тот угол, чтобы сегодня мне папа мог помочь передвинуть всю мебель, так как потом у них не будет возможности, потому что они уезжают, и я останусь сама. А это все двигать не то, что сложно, это просто будет очень долго. Да, и у меня есть просто вот возможность попросить помощи. Также мне надо будет сегодня наклеить сверху под потолок, там, где обои, ленту, чтобы скрыть неровность потолка. Потому что из-за того, что он неровный, выглядывает моя белая прокрашенная стена. Как-то вот так вот. По крайней мере, вот на сегодня хотя бы мне сделать вот это. И, не знаю, возможно, буду начинать красить стену там, где окно. Так как я уже ее начну красить в углу, как минимум. И заодно вот посмотрим, как моя краска новая перекрывает. Точно, я же говорила, что буду красить голубым, таким мягким. Планы снова поменялись. Секунда. Все дело в том, что из-за моих обоев совсем чуть-чуть, если прям вот всматриваться, вот так вот просвечивается оранжевая стена. И мы подумали взять какой-нибудь цвет понежнее.
И взяли мы цвет «Осенняя мгла». Это такой цвет, он, знаете, он и бежевый, и розоватый, и теплый, и холодный одновременно. Вот и просто реально идеальный цвет. Просто вот в зависимости от того, какое будет освещение в комнате, так он и будет восприниматься. И честно, он мне очень понравился. Ну, я сейчас вам покажу, не знаю, передаст ли камера этот оттенок, но он реально очень красивый. Вот данный цвет, и вы видите вот по сравнению с белым, какой он. Он такой и розоватый чуть-чуть, и чуть-чуть оранжевый. И вроде бы и теплый, но и холодный тоже. Идеально, я считаю. И тут краски 2,5 литра, это на 35 метров квадратных. Мне должно хватить. Я считала, и вроде бы, в принципе, мне на комнату надо 25 или там около 30 что-то. Так что на 2 слоя вроде как мне должно хватить. Конечно, в крайнем случае можно будет докупить, но я бы очень сильно хотела, чтобы так вот хватило сразу, потому что все же с этим таскаться. Краска реально очень тяжелая. Да. И тут, по крайней мере, говорится, что она очень хорошо перекрывает. Я тоже буду на это надеяться. Итак, идет уже, я не помню какой день, покраски, переделки моей комнаты. Но я вам покажу, что я сделала за вчера и за сегодня. Вы готовы? Та-дам! Полностью эту стенку закрасила в 2 слоя. Все хорошо легло, высохло. Обратно это все придвинула. Дверцу, первая дверца шкафа готова, тоже ее сделала. Она еще, если что, немножечко не просохла. Вы можете заметить, немножко такие полосы видны. В крайнем случае, совсем легеньким слоем еще раз потом пройдусь. Но, в общем-то, выглядит шикарно. Тут вообще уже, извините, там, за беспорядок на столе, это все, что нужно для работы. Да, это такие инструменты. Вот как это шикарно выглядит. Мне, конечно, кажется, как будто вот моя доска немножко неровно висит. Или же это просто это искажение, я уже не знаю. Итак,
Всем hello! Итак, могу вам сказать, что, скорее всего, сегодня последний день покраски в моей комнате. Потому что у меня остался еще один слой на дверце шкафа. И закончить вот этот вот небольшой фрагмент. Это все, это конец. Честно говоря, за эти дни я немножечко устала, но просто вот желание все это закончить, желание все увидеть, вот такое вот красивое, дает мне энергии. Поэтому иду, наливаю краску и быстренько все просто заканчиваю вот, заканчивается эта дверца и делаю первый слой на этой стене. Конечно, надо будет еще под потолком проклеить скотчем, чтобы просто случайно на него не залезть. И, в принципе, чтобы было быстрее и легче. Делаю первый слой. И второй слой вечером. Даже сначала, наверное, начну с этой стены, чтобы она сохла. И уже закончу с этой дверцей. И все, ребят. И все. Я так рада, я так счастлива. Я потом здесь все приберу. Диван придвину. И как бы все. Еще завтра полностью разберусь со своей этой доской. Я полностью ее хочу поменять, сделать более красивой. Потому что от нее уже фотографии эти отклеиваются. И будет такой, грубо говоря, летний глоуап моей комнаты. Всем доброе утро. Да, я вот так вот начинаю свое утро на балкончике. Завтрак. Взяла планшет, чтобы здесь сделать заметки того, что я хочу и собираюсь купить сегодня в Ашане. Да, мне там для завершения кое-что надо купить, плюс мне захотелось приготовить суши. Не знаю, можно ли так назвать, что я что-то праздную, но можно сказать и так, потому что и комнату закончила. Я ее, кстати, сейчас вот буквально покажу через пару минут. И плюс к этому я поступила в университет уже официально, варшавский. Ну, то есть, все супер. Не могу, ну, реально, не могу сказать, что я что-то праздную, просто хотелось бы покушать что-нибудь вкусненькое сегодня, прям такое необычное. У меня камеру увело. Да, как-то так. Сегодня прям очень легко проснулась. Хотя обычно после этого я сразу заваливаюсь и еще сплю. Иногда до 10, иногда до 11. В Ашан я тоже пойду сразу, как только поем. Потому что... Вот я уже, можно сказать, даже оделась. Потому что хочется поехать, когда меньше людей. Плюс я прочитала, что примерно выкладка товаров до 10 утра происходит. И я хочу к одному отделу подойти, там кое-что глянуть. Пока что такие вот у меня планы на сегодняшнее утро. Сейчас я докушаю, сделаю себе заметки того, что купить, и покажу вам комнату. Я готова вам показать полностью законченную свою комнату. Та-дам! Я вчера прибралась тут чуть-чуть. Так это все выглядит. Я сегодня съезжу за двухсторонним скотчем, позаменяю тут все на моей доске. Вот так вот все у окна выглядит. Мне очень нравится этот цвет тем, что с одной стороны вот посмотришь на него, он серый, а с другой стороны посмотришь, он больше такой, не знаю, как даже цвет это назвать, лавандово-сероватый. Вообще цвет называется «Осенняя мгла». Я думаю, это идеальное название для такого оттенка. Да. Единственное, что мне надо будет здесь еще в некоторых местах взять, прям супер тонким слоем пройтись краской, потому что, ну, вот, очень кривая стена.
И в некоторых моментах просто краска не легла. Где-то здесь тоже такой моментик был. Вот он вроде. Или где он? Вот. Просто вот плохо легла краска. И надо будет маленьким слоем еще вот там вот плохо легла. И как бы все. Я все сделала. Не знаю, когда я займусь еще дополнительным слоем краски. Явно не сегодня, потому что я супер, честно говоря, устала. У меня руки, ну вчера все намного хуже было. У меня тут полностью было стерто. Тут и тут мозоли от валика. Но уже, кстати, получше стало за ночь. Ладно, а сейчас собираю вещи и гоню в Ашан. Все, я уже приехала домой, у меня сил вообще нет, потому что у меня в пакете как минимум 5 килограммов. И в рюкзаке как минимум 5 килограммов еды. Сейчас я иду домой и полностью вам покажу, что я купила и за сколько. Итак, давайте начнем сразу с пакета, потому что у меня здесь есть то, что надо срочно убрать в морозилку. Я буду подписывать где-то вот здесь вот цены. Так, арбузяка. Мне написала, что он весит почти 3 килограмма. Хотя вроде, когда я его взвешивала, он был 1 с чем-то. Я не знаю, как вот это вот превратилось в 3 килограмма. Ну, ладно, окей. Пахнет невероятно вкусно. Вышел в 4,64. Далее огурцы, которые я вообще еле как нашла. Серьезно, я обошла несколько раз овощной. Уже успела сходить вообще в другие отделы. Вернулась в овощной. И там я нашла огурцы. Не могла разобраться, какой ценник к каким огурцам относится. В итоге взяла пакет, который кто-то оставил. И на нем уже была наклейка. Да, кстати, сколько тут? Раз, два, три, 4 огурца. 6,96. И это 774 грамма. Ну, мне этого достаточно. Мне это для суш надо. Далее. Дыня. Я обожаю арбузы, я обожаю дыни, поэтому, да, я сегодня на них расплатилась. И вот дыня реально дорогая. Вышла килограмм 444, 11,54 злотых. 11,54. Это очень дорого. Просто этого меньше, чем вот этого вот. Кстати, она почему-то, кстати, как будто даже весит больше. Ладно, неважно. И купила печенку. Я обожаю печень говяжью. И она мне вышла в 9,11. 11 злотых, 11 грош. И сразу ее убираю, потому что ощущение, как будто она уже испортилась, пока я ее везла. Рюкзак. Тут тоже где-то килограммов 5. Так, это я купила, как их называют, губки. Я не знаю, просто если у нас дома губки, я их увидела, они стоили буквально злотый с чем-то, поэтому я их взяла. Она упала на пол. Далее я купила железные, потому что у нас таких нету, а мне надо будет оттереть, я хочу оттереть. Короче, кое-что надо будет оттереть, как минимум чайник, как минимум что-то еще найдется тоже. Далее двухсторонний скотч, потому что мои братья полностью истратили мой двухсторонний скотч. Банановое молоко. Изначально хотела купить рамуне. Рамуне — это такой японский напиток с шариком. Чтобы его открыть, надо этот шарик продавить внутрь. Но я его не нашла, потому что рамуне все время там был в Ашане. Но в итоге я обошла опять же несколько раз тот отдел. Я его там не нашла, к сожалению. Поэтому банановое молоко. Еще я люблю бананы, поэтому я еще взяла бананы, и бананы у меня вышли в 4,94 злотых, тут их килограмм 242. Какие-то красивые цифры у меня выходят. Да, взяла вот такие вот бананы. Для суш вот такая вот, я не знаю, как это назвать, сыр. Ну, то есть это называется сыром, сырок шметанковый. Творог, сыр, я не знаю, как это правильно перевести. Он с лососем. Насчет лосося. Давайте сразу вам покажу лосось. К сожалению, не нашла эти, как их называют? Как это они называются? Не нашла... Короче, неважно. Кое-что не нашла. Зато нашла лосось, взяла самый дешевый, 100 граммов, мне этого хватит. Только вот единственное, что не понимаю, почему он такой не полезный. Это, если что,
шкала полезности. То есть это самые хорошие, натуральные, а тут почему-то целых D. D, если только он испортился, его положили испорченный на прилавок. Да, изначально я еще хотела купить помидоры, но у нас дома, вернее, у меня сейчас тут дома есть немного помидоров, я такая, ай, да ладно. Листы нори, 6 штучек. Мне этого тоже хватит выше крыши. Обычный прозрачный скотч, потому что у меня своего собственного прозрачного скотча нет. Рис для суш, 400 граммов. Самый дешевый тоже взяла, но мы его все время всегда покупаем, и он мне нравится. И тоже обычный рис, тоже самый дешевый. Но мне, в принципе, без разницы. Он дешевый просто потому, что он ашановский. И как бы все. И за все я отдала 95 злотых 71 грош. Честно, я думала, будет 200 злотых, потому что, ну, еды тут реально много. И все дорогое, как будто бы. Но... Да, к счастью, вышло всего лишь 95 злотых, как по мне, это нормально. Считаю, что я купила много полезностей, то есть там и лосось, и арбуз, и дыня, и бананы, и огурцы. В принципе, все такое полезное, хорошее. Поэтому вот как-то вот так вот. Вот так вот, кстати, выглядит моя комната при закрытых жалюзях. То есть, что тени немножко, это не кривая. Покрасила это тени. Но выглядит очень хорошо. Вот тот цвет, о котором я вам говорила, такой слегка пастельно-лавандово-сероватый. Хотя вроде, если полностью открыть, будет такой даже больше сероватый. Вот видите, немножко поменялось. Супер.